Приветствую! Перед началом просмотра ролика не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Лошадь была одомашнена 6000 лет назад и на протяжении истории была основным видом транспорта, а она позволяла преодолевать огромные расстояния задолго до автомобилей и поездов. Кроме лошадей человек приручил ослов. Но зебра, их ближайший родственник, так и остался жить в природе. Почему, несмотря на эволюционное родство животных, человечество так и не смогло одомашнить зебру? Предполагается, эволюционные пути зебры и лошади разошлись 2,8 миллиона лет назад. Полосатое существо обитает только на территории Африки и на сегодняшний день представлено в 3 видах: равнинное, горное и зебра. От других лошадиных животное отличается не только окрасом, но и своей анатомией, удлиненными передними ногами, мордой и шеей, низким ростом, строением костей. В науке превалирует мнение, что окрас зебры является своеобразной маскировкой от кровососущих мух. Опытным путем было выяснено, что слепни и мухи ЦЦ при поиске пищи ориентируются на отражение световых узоров и больше реагируют на однородные цвета. К слову, зебры являются единственными лошадиными, имеющими иммунитет к распространяемым насекомыми инфекциям. Трипаносомоз, инфекционная анемия, конский грипп и другие болезни делают невозможным разведение ослов и лошадей на большей части Восточной Африки. А вот зебры в тех же регионах чувствуют себя комфортно. Одомашнить зебру люди пытались с глубокой античности. Неприхотливые в пище, выносливые и сильные существа казались невероятно привлекательными в качестве тягловых животных. Приспособить зебру к делу пытались как африканцы, так и европейцы в эпоху колонизации. К сожалению, все попытки сесть верхом на полосатого коня оканчивались травмами. Дело в том, что зебра не отвечает 2 главным критериям, необходимым для приручения, а они не являются социальными животными, признающими авторитет вожака, и слишком пугливы. Вопреки распространенному мнению, зебры редко сбиваются в стадо. Подобно львиным прайдам, существа живут семьями, сформированными из взрослого самца, нескольких жен и еще не половозрелого потомства. Кроме того, эволюционно зебры более приспособлены к защите от хищников. Это очень агрессивные животные, способные не только обороняться, но и нападать, используя копыта и зубы. Более податливую лошадь было намного легче одомашнить людям древнего мира. Впрочем, когда у человека появилось что-то кроме каменных топоров и луков, зебр получалось приручать. Подобным примером стал британский зоолог Уолтер Ротшильд, который сумел запрячь 4 зебр в карету в XIX веке. Гораздо покладистее зебр являются зеброиды, выведенные гибриды зебр с ослами или лошадьми. Сохраняя буйный нрав, зеброиды лучше идут на контакт с людьми, однако являются бесплодными. Зебры до сих пор бегают по африканским саваннам и живут в дикой природе. Однако из-за браконьерства и охоты их ареал обитания сокращается, а численность падает. Возможно, однажды этот вид вымрет, так и оставшись неприрученным.